сейчас по планете гуляет какой вирус? Коронавирус. Что значит коронавирус? Вирус с очень быстрым распространением и с очень быстрым, с высоким распространением эпидемии. Да? Это гуляет уже только по Китаю или по разным другим странам, по всем, по сути дела, странам уже где-то опять сегодня появляются новости о том, что коронавирус был найден, был определен, был и так далее, и так далее. Но в любом случае, за счет того, что коронавирус имеет такую мощную скорость распространения, буквально миллисекунды, буквально доли какие-то минуты, и человек может быть инфицирован, то надо волноваться о том, будет он заражен или будет заболевание развиваться. Вы же даже не представляете, какое количество вирусов, бактерий летает в воздухе, мы все ими дышим, и почему-то кто-то болеет, а кто-то остается здоровым. Это не только в том, что бактерии виноваты или вирусы, или коронавирус виноват, а в том, на самом деле, как ваша иммунная система способна вас защитить. На самом деле вирус, точно так же и бактерия, точно так же, как и патологическая бактерия, и муха на самом деле, и рыбка и так далее, любит только свою среду. А какая среду любят вирусы? Однозначно интоксикационную, токсичную, затхлую или высоко ферментирующую. Как сделать так, чтобы вирус пришел, а ваша иммунная система восстановила и не беспокоила вас этим вирусом? На самом деле, первое, прежде всего, дать возможность организму отдыхать вовремя. Идеально в 10-11 быть в постели и начать и отдыхать. Не надо спать 8-10 часов, 12 часов, но хотя бы спать так, чтобы утром проснуться и почувствовать свежесть в теле. Значит, вы отдохнули, вы великолепно выспались. Утром однозначно должен быть завтрак, потому что завтрак обеспечивает питание иммунных клеток, иммунной системы, для того, чтобы они восстанавливались и имели возможность бороться с вирусами. Однозначно надо желательно иметь обед, а вот ужин должен быть легким. И не забрасывать в себя как можно больше сахара, конфеток, а потом кофе запивать, а вечером вином, потому что это все интоксикационные продукты, которые любят вирус, но не наращивает вам здоровье. Нужна, естественно, вода чистая, потому что в течение дня, если человек пьет воду, даже если интоксикация накапливается в организме, она уходит. Конечно, гигиена. Что значит гигиена? Мыть руки, стараться во время эпидемии не быть во многих общественных местах. Если есть необходимость, понятно, если нет необходимости, зачем подвергать себя риску? Что еще нужно делать? Однозначно бывать как можно больше на свежем воздухе, а не в публичных местах, дышите тем воздухом, который другие люди выдыхают. По сути дела, это быть ближе к природе, питаться натуральными продуктами, нетоксичными. И на самом деле однозначно не волноваться о вирусе, а волноваться о здоровье. Беречь его, хранить его, оберегать его, вести не хаотичный образ жизни, а оздоровительный, холистичный, потому что каждый день мы восстанавливаемся, каждый день мы возрождаемся, каждый день возрождаются наши клетки. Чем занимается гомеопатия? И чем может гомеопатия помочь при коронавирусе? Первое – это сульфур низкий, это 6-7 сульфур в течение 3-6 дней для предупреждения. Это, по сути дела, снятие интоксикации в организме. Это второй препарат может быть использован муксвомика. Это опять-таки низкое разведение 3-6 дней по 6 гранулов 3 раза в день. Это опять-таки для снятия интоксикации. Это работает как предупреждение. Неблагоприятно вирусу будет размножаться в вашем организме. И в случае, если это болезнь, это уже конкретно должны рассматриваться и гомеопатические препараты, потому что опять-таки, если даже случается коронавирус, то в этой ситуации только гомеопатия может помочь, потому что она восстанавливает, помогает организму самому справиться с этой инфекцией. Как работает гомеопатия в отличие от современной медицины? Гомеопатия восстанавливает, современная медицина подавляет. Это имеет аллопатический подход, это имеет гомеопатический подход. Жизнь работает законами совмещения, а не подавления. А медицина современная работает подавлением. Поэтому чем может помочь гомеопатия в такое время эпидемии? На самом деле в 1918 году во время испанского гриппа у гомеопатии очень хорошо работала и помогала всем
пациентам. И даже смертность в гомеопатических госпиталях была только 1%, когда в аллопатических 30%. Это результаты уже столетней давности. Гомеопатия работает при массах эпидемий гриппа, который тихо, аккуратно восстанавливает и помогает. Естественно, что лучше не болеть. Это именно гомеопатия делает. Современная медицина не может предохранять. Только вакцинация. Вы вакцинацией вызываете ту же самую болезнь, только в маленьком количестве. В маленькой дозе. Но это та же самая болезнь. Но вирус настолько агрессивен, что ему не надо много. Ему нужна только благоприятная среда. И надо волноваться об иммунной системе только сейчас, когда коронавирус гуляет, или на самом деле думать о ней постоянно. Но пока человек не случается вирус, не случается эпидемия, ну пусть там будет как будет. Нет, дорогие, надо однозначно волноваться и думать о здоровье постоянно, регулярно, точно так же, как вы думаете о чистоте здоровья своего дома, своей машины, своего внешнего вида. Точно так надо заботиться о внутреннем содержимом, потому что вирусы любят только ферментированную, токсичную среду. И они распространяются, размножаются до критической массы, когда начинают проявляться симптомы, температура. В противном случае ваш иммунитет нейтрализует их, обезвреживает. Вы даже не знаете, с каким вирусом и бактерией вы столкнулись ежедневно. Есть защита. Защита – это чистая система внутри человека, потому что любой вирус любит среду. Любая бактерия любит среду. Не в бактериях дело и не в вирусе дело, а в среде, на которую они садятся, могут прорастать и размножаться. Уже масса случаев и в интернете, и в СМИ о том, что муж заболел, жена нет. Путешествовали вместе. Вирус не выявили, а через 2 недели выявили. Почему? Потому что все находится в страхе, все находится в сумасшедшей панике. Нет выхода, но все паникуют. Если ваше намерение вирус, если ваше намерение заболевание, то однозначно вирус прилетит. Но если ваше намерение здоровый образ жизни, хранение и обеспечение себя, потому что у вас есть дороже в этой жизни, кроме жизни? Что у человека есть дороже? А жизнь – это на самом деле количество энергии в количестве времени. От дня рождения до дня смерти. Надо паниковать о том, что что-то может случиться. Но если это способ решения, тогда однозначно слушать медиа и волноваться, а что будет завтра. Или понимать, что медиа на самом деле вам дает информацию, а как вы ею пользуетесь, это ваше дело. Вы храните здоровье или вы его пренебрежительно к нему относитесь? Едите токсичную еду, типа пепси, курите много, не ложитесь вовремя спать, не отдыхать. Ну пусть организм работает и будет здоровым, чтобы вовремя меня предупредить и предохранить от вируса. Так не получится. Надо в любом случае сначала заботиться о своей собственной жизни, а не уделять внимание как можно больше чужой жизни. Не наблюдать за чужой жизнью по телевизору, по YouTube, а на самом деле волноваться и думать, а как сделать так, чтобы мне жилось легче, интереснее и радостнее, счастливее и здоровее.